Всем привет! Сегодня мы будем сравнивать, как же пилит китайская пила по отношению к штилю 180 и 261. Все пилы в стандартной комплектации, то есть шина, цепь не менялась, шаг не менялся, то есть это у нас шаг 3/8, паз 1,3, это у нас 325 шаг, паз 1,5 и 261 штиль, это также 325 шаг и паз 1,6. По объему, значит, штиль у нас 31,8 кубиков, двигатель 2 микс, как многие любят говорить, задушенный. Вот, это у нас обычный двухтактный двигатель, 45 кубиков, то есть по идее он должен быть мощным. И 261 штиль у нас также двухмиксовый задушенный двигатель, по мнению многих, и объем 52 кубика. Пилы я уже заправил одинаковым количеством топлива, а именно 250 мл. То есть при распиле мы будем делать тест, там я не знаю, на 5 резов, на сколько. И после этого мы с каждой пилы сольем бензин и посмотрим, где какой расход. По идее 261 штиль у нас должен расходовать больше, так как объем двигателя будет немножко выше. Но как будет на самом деле, это мы уже посмотрим. Ну что же, начинаем. Начинать буду со 180 штиля. Перед началом реза пилу секунд 30 прогрею. Итак, запускаем. Следующий на очереди 261 штиль. Так, заводим.
Ну и следующая пила на очереди — это Boxbot. Так, запускаем. Вот такие вот результаты. Ну а теперь давайте посмотрим, какой расход топлива на всех бензопилах. То есть было изначально у нас, напоминаю, 250 мл залито в каждую пилу. И сейчас мы сольем, посмотрим, сколько осталось. И 180 штиль у нас израсходовал порядка 40 миллилитров. То есть осталось у нас где-то 210. Неплохой результат. Итак, следующий у нас штиль 261. Так, открываем. И 261 штиль у нас остаток ровно 200 миллилитров. То есть израсходовал 50. Ну и последняя пила у нас китайская Boxbot. Также сливаем и проверяем остаток.
Итак, китайская пила Boxbot, остаток 150 миллилитров. То есть расход 100 миллилитров. Ну, собственно, вот такие вот результаты. Значит, 180 штиль, который у нас имеет 31,8 сантиметра кубических объем, израсходовал 40 миллилитров топлива на 5 резов. А китайская пила Boxbot, которая имеет объем 45 сантиметров кубических, на 5 резов израсходовала 100 миллилитров топлива. И 261 штиль, который имеет объем больше, чем китайская пила, а именно 50 сантиметров кубических, израсходовала на 5 резов 50 миллилитров топлива. Из этих данных следует, что покупать малокубатурную пилу, к примеру, штиля 180 для экономии топлива, не совсем корректно, так как получается, что данная пила у нас имеет 31,8 сантиметра кубических объем двигателя, и при этом объеме она израсходовала у нас 40 миллилитров топлива. А 261 штиль, который имеет объем 50,2 сантиметра кубических, израсходовал всего лишь на 10 миллилитров больше, а именно 50 миллилитров. То есть пила мощнее, быстрее проходит рез, за счет чего расход топлива практически одинаковый. Ну а что вы об этом думаете, пишите в комментариях. А у меня на этом все. Всем пока.